Жуткий удар по скоплению военных, представителей разведки и иностранцы под прицелом Искандера под Киевом. Зеленский ищет виновных и экстренно запросил помощь. Уничтожение половины Киева. РФ заявляют об ударе возмездия за Wildberries. Резкая смена тактики. Заявление Зеленского о перемирии с Россией и отказ воевать до победы. Резонансные признания, подписание соглашения с Путиным в США и белый порошок. Что делали Макрон с украинским президентом? Ответ Банковой. Дроны по России. Дальность до 10 тысяч километров. Владивосток под прицелом. Озвучен новый план Киева. Готовят большую сделку. Обращение Кремля к главкому ВСУ, угроза Драпатому. Истребители НАТО открыли огонь. F-16 подняты для перехвата. Президент болен и уходит. Отставка главы государства. А еще захват военной техники ради дрифта. Масштабное ЧП в армии. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», 25 июля на календаре. Давайте начнем. Резкая смена тактики ради разрушения общественного равнодушия большей части россиян. Дальнобойные удары по России имеют главную цель. О ней пишет издание The Telegraph. Издание напоминает, что Украина резко сменила тактику, переключившись с российских нефтебаз и НПЗ на склады Wildberries, крупнейшей торговой платформы страны, которую называют российским аналогом Amazon. За последние дни атакам подверглись не менее 7 объектов компании. Украина называет их военными целями из-за продажи на маркетплейсе военной техники и экипировки. В Киеве не скрывают и психологическую цель этой операции. Цитирую. Роберт Бровди, глава украинского управления по дронам, заявил, что удары направлены на уничтожение иллюзии комфортной, сытой, мирной жизни, которой наслаждается послушная биомасса страны-агрессора. Ущерб невозможно скрыть. Видео, хотя их и запрещено снимать, публикуются в телеграм-чатах и инстаграм-лентах по всей Федерации. Они показывают, что Россия уязвима. Военные уверены, что защитить более 200 огромных объектов Wildberries практически невозможно, а перебои с товарами и онлайн-торговлей способны донести войну до миллионов россиян куда заметнее, чем прежние удары по промышленной инфраструктуре. Тем временем в Госдуме РФ призывают уничтожить Киев в ответ за удары по Wildberries. Депутат Милонов обратился к руководству маркетплейса и заявил, что сейчас самое время готовить особый военизированный отряд от имени компании и стереть с лица земли половину украинской столицы. Ну что, украинские крысеныши теперь бомбят склады Wildberries. Подонки они и творят. Я надеюсь, что Бакальчук снарядит отдельный отряд ястребов Wildberries, который просто уничтожит половину Киева в отместку от расплаты за вот это преступление. Жуткий удар по скоплению военных, более сотни пострадавших и минимум 10 погибших. Украина завершила аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара России, в частности по частному стрельбищу тиру имени Полигону под столицей. Там накануне во время войны решили провести оружейное мероприятие. Ассоциация производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий заявила, что цель — это комплексные решения для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз. Украинские медиа пишут о выставке дронов. Именно туда приземлились «Искандеры». В Киеве не снимают ответственности с России, но при этом ищут виновных среди своих. Зеленский заявил, что таких выставок не должно быть, особенно вблизи жилых домов. Война не освобождает от ответственности за управленческие решения. Наоборот, требует максимальной профессиональности, осторожности и осознания каждого шага. Следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения. Среди погибших есть и иностранцы. Издание Defense24 пишет о погибшем сотруднике из Польши, который был одним из участников съезда в селе Капитановка недалеко от авиационной базы в Василькове. Цитирую. Встреча была посвящена презентации современных технологий для украинского оборонного сектора и собрала представителей оборонной промышленности, армии и технологических компаний. Из информации, полученной Defense24, следует, что погибший был сотрудником польской компании, работающей в оборонной отрасли. Мужчина не был гражданином Польши. Большой скандал вызван еще и тем, что локацию мероприятия кто-то слил из своих. Организаторы заявили, что информация в сети о публичном анонсе данного события – фейк. Ведь приглашения отправлялись адресно каждому участнику
после проверки и персональной регистрации. И никто ничего не публиковал в открытых каналах, тем более с афишей. В воздушных силах ВСУ заявили, что смогли сбить лишь одну баллистическую ракету из 3 запущенных. Ну, что касается слова «полигон», сразу оно ассоциируется с военными. Конечно, это не полигон, это спортивный комплекс, он частный, к военным никакого отношения не имеет. То, что там проводилось, это уже действительно будут разбираться, каким образом все это произошло. Но это не полигон. Сразу скажу, что к вооруженным силам это не имеет отношения. Те, кто выжил, пишут в сети, что связи на месте происшествия не было, помощь пришлось оказывать самим. У меня было только 4 турникета. Абсолютное бессилие и беспомощность. На мероприятии не было дежурной скорой и медиков. Если бы они были, то как минимум еще 2 человека остались бы живы. Связи вообще не было. Раненые лежали и пытались дозвониться Сане в скорую или хотя бы кому-то. Украинские мониторинговые каналы также подтверждают, что на месте были представители даже Главного управления разведки Минобороны Украины. Во время баллистического удара по Бучанскому району на полигоне находилось большое количество военнослужащих, в том числе бойцы нашего подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которому мы помогаем уже много лет. Есть тяжело раненые, срочно требуется донорская кровь. Зеленский после этого удара заявил, что Россия заинтересована в продолжении атак и убийствах. Он запросил экстренную помощь. Речь о дополнительных ракетах для Патриота, который противостоит российской баллистике, и выпустил срочное предупреждение. Россия готовит новый удар по Киеву в течение ближайших 48 часов. Заявление Зеленского о прекращении огня и перемирия, об отказе от победы, дальнобойных ударах по России и даже о белом порошке. В интервью влиятельной американской блогерше и активисту Лори Лумер, известной своими ультраправыми взглядами и антиукраинской риторикой, которая, кстати, изменила позицию и стала поддерживать Киев после увиденного в Украине, Зеленский заявил, что страна готова к остановке боевых действий хоть завтра, и раскрыл детали нового партнерства с США. Киев готовит масштабное соглашение о совместном производстве БПЛА. Зеленский сообщил, что уже в следующем году Украина рассчитывает получить дроны дальностью около 4000 километров, а затем увеличить их радиус действия до 5-10 тысяч километров. В зоне поражения окажется, например, Якутск, Владивосток, Магадан и Петропавловск-Камчатский. Зеленский также заявил, что Украина дала США уникальный опыт современной войны, за который американские военные не заплатили ни одной жизнью американского солдата. На Банковой также уверяют, отношения с Трампом сейчас идеальны. Переломным моментом стала встреча в Ватикане, которая перезапустила связь Киева и Вашингтона. Зеленский также уверяет, что готов подписать мирное соглашение с Путиным в овальном кабинете Белого дома и в поместье Трампа Мар-а-Лаго. На Банковой уверены, Трамп понял, что именно Киев хочет остановки войны, а Путин лишь ищет отговорки. Здесь же звучит и заявление о том, что Украина не готова воевать десятилетия ради победы. Он понял, что именно мы хотим остановить войну. Он понял, что мы действительно хотим мира. До этого было много разговоров о том, что Украина якобы не хочет прекращать боевые действия. Конечно, мы хотим победить. Это естественно. Это наши люди, это наша земля, но прежде всего мы думаем о человеческих жизнях. Если завтра можно будет остановить войну и добиться прекращения огня, это лучше, чем воевать еще 10-20 лет ради победы и потерять своих людей. Зеленский также категорически отверг обвинения в употреблении белого порошка вместе с Макроном, назвав подобные заявления ложью, а их распространителей глупыми людьми. В вопросе о российской пропаганде он отверг утверждения о нацистской Украине, напомнив о действующем в стране законе против антисемитизма, еврейской общине и мемориалах жертвам Холокоста. В то же время Россия накануне обвинила США в накачке Киева оружием. Лавров уверяет, что американцы поставляют дроны, которыми пытаются подорвать стабильность РФ, помогают разведкой и наводкой и не держат слова. Это снова отсылка к духу Анкориджа. По словам главы МИД РФ, Москва готова выполнить некие договоренности по завершению войны, достигнутые на саммите РФ с США в Анкоридже. Мы, наша совесть чиста. Одна из слов писанных пацан сказал, пацан сказал. Мы сказали, ну, с той стороны, подходит дефицит, сильно посыпать. Но задачи поставлены относительно периода 24 года, как он неоднократно подчеркивал,
Угроза генералу. Кремль обратился к главнокомандующему ВСУ. Москва обещает, что Михаила Драпатова, который пришел на смену Александру Сырскому, ждет ответ России. Какой и когда, в Кремле не уточнили. Ответ из Москвы в Киев полетел после публикации интервью Драпатова, которое было записано еще в 2023 году для YouTube-канала Ukrainer V. Однако полная версия беседы была опубликована спустя день после его назначения на должность главнокомандующего ВСУ вместо Александра Сырского, буквально пару дней назад. Главный акцент был на том, что Драпатый считает, что Россия — это, далее цитата, «нация с руководством, которая не имеет права на существование». Кроме того, он заявлял, что недостаточная украинизация привела к тому, что на востоке Украины, в Луганской и Донецкой областях, очень много несведомых граждан. Заявление чудовищное. Это показывает, первое, что он нацист. Второе, это показывает, что, собственно, он и такие, как он, люди, они будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирное решение. Ну и, конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова. Истребители НАТО открыли огонь. Воздушное пространство страны Альянса снова пробито, а стандартные протоколы перехвата дали сбой. 4 истребителя Альянса, 2 итальянских Еврофайтер, пара румынских F-16, а также ударный вертолет, тоже румынский, были экстренно подняты в небо над Румынией из-за вторжения неопознанного беспилотника. Как сообщили в Минобороны Румынии, итальянский истребитель выпустил по цели боевую ракету, но та по неизвестной причине промазала. Сбить вражеский БПЛА в итоге смогли только румынские ВВС. Упавшим аппаратом предварительно оказался российский «Шахед». При этом в ведомстве заявили, что идет расследование. Необходимо время, чтобы понять, целился ли дрон в определенный объект, был ли он с боевой частью или без нее. В Бухаресте уточнили, у перехваченного накануне дрона была нетипичная траектория полета. Это кое-что новое, говорят румынские военачальники. Ранее, объясняют в Минобороны, залетные беспилотники зависали в районе дельты Дуная. В данном же случае БПЛА стремился вглубь страны. В этой зоне, находящейся под нашим наблюдением, на этом маршруте у нас еще не было такого типа угроз. Именно на этом мы и основали наше заявление, в котором говорим, что зона проявления немного отличается от тех, с которыми мы сталкивались до сих пор. Каждый третий украинец на грани бедности. Об этом в интервью The Telegraph заявил мэр Харькова Игорь Терехов. По мнению градоначальника, рост бедности – один из главных вызовов для Украины. Людям приходится выбирать между базовыми продуктами и лекарствами. Государственная политика должна быть направлена прежде всего на повышение благосостояния украинцев, подчеркнул Терехов. И наиболее острая ситуация, говорит мэр города, складывается в прифронтовых общинах. Чтобы помочь населению, живущему под постоянными обстрелами, Терехов предлагает снизить НДС на социально значимые товары, регулировать цены на топливо, увеличить пенсии и зарплаты, а также усилить поддержку бизнеса и общин, пострадавших от войны. Терехов призвал руководство страны ввести дифференцированный подход к управлению тыловыми и прифронтовыми территориями. Власти должны сделать все возможное, чтобы удержать людей дома и сорвать план России по разорению и опустошению украинских городов и сел, уверяет Терехов. Послушайте. Сегодня ненормально то, что человек приходит что-то купить и оказывается перед дилеммой: покупать ему что-то или не покупать, купить ему лекарства или купить хлеб. То есть сегодня существует очень много вызовов, и государство должно сделать все, чтобы остановить рост бедности, чтобы люди имели возможность работать, покупать необходимое и жить более-менее нормально, даже в условиях войны. Глава государства заявил об отставке по собственному желанию. Причина – целый букет болезней. Накануне о досрочном прекращении полномочий сообщил президент Бангладеш Мохаммед Шахабудин. 76-летний лидер заявил, что здоровье более не позволяет ему занимать президентское кресло. Он признался, что страдает заболеванием, вызывающим кратковременные эпизоды потери сознания. Однако дело не только в состоянии здоровья, пишут местные СМИ. Правительство давно требовало его ухода. Шахабудин оставался одним из последних политических союзников экс-премьер-министра Шейх Хасины, которая была вынуждена уйти в 2024 году после массовых протестов, подавленных силовиками. Тогда погибли почти 1500 человек.
Отмечу, глава правительства бежала из страны, но в Бангладеш ее заочно приговорили к смертной казни за преступления против человечности. Нового президента, чьи полномочия в Бангладеш символические, выберут в течение ближайших 90 дней. Захват военной техники ради развлечения. Форсаж на 15-тонном БТРе. В Британии пьяные военные угнали тяжелую технику и устроили погром в городе. О деталях курьезного ЧП в армии сообщает Daily Mail. Угон произошел ночью на военной базе Тидворд Кэмп в графстве Уилтшир. А потом, говорится в материале, военные устроили безумный заезд по узким улочкам на бронетранспортере стоимостью более $130 тысяч. Последствия форсажа снял на телефон один из местных жителей. Захмелевшие военные протаранили припаркованные гражданские автомобили. После гонки военные аккуратно припарковали бронетранспортер на соседней стоянке, однако избежать расплаты не удалось. Оба солдата уже арестованы. Предполагаемый водитель был арестован сотрудниками Королевской военной полиции утром в своей комнате после того, как сослуживцы обнаружили последствия происшествия на базе. Также был задержан второй военнослужащий. Эрдоган устраняет оппозиционеров. Поводы вызывают смех в Турции. Президент Турции подписал указ об увольнении губернатора провинции Ардахан Махмета Фатиха Чичикли, занимавшего этот пост с января. Однако, как сообщают СМИ, отставке оппозиционера предшествовала волна критики со стороны ряда турецких политиков. Они упрекали губернатора в том, что он последние месяцы занимается созданием контента для социальных сетей и ходит в велосипедных лосинах. Вердикт у всех критиков был один. Такое поведение губернатора подрывает авторитет государственной власти. Сам Чичикли попытался оправдаться. По его словам, он появлялся на людях в шортах-велосипедках исключительно во время занятий спортом, продвигая здоровый образ жизни. В настоящее время в поддержку уволенного чиновника запущена петиция с требованием вернуть его на должность. Документ уже собрал более 10 тысяч подписей. Друзья, спасибо вам большое за адекватные комментарии, за вашу поддержку. Мне будет приятно, если вы оставите лайк, подпишитесь на канал и будете смотреть другие выпуски, которые уже выложены на нашем канале «Время Пятко».